Итак, друзья, пришли все запчасти на наш Bobcat. Сейчас этот ролик я делаю для тех, кто интересуется, какие можно аналоги подобрать. Я все-таки заказывал запчасти в сервисе Bobcat. Естественно, они дали часть не оригиналов, но они очень хитренькие, они сорвали все этикетки. Поэтому по фирме некоторых ремней, ну, я не могу сказать, что за фирма ремней, но зато я скажу, какие размеры точно подойдут на Bobcat, в частности на двигатель Kubota 2203. Итак, начнем с ремней. Значит, первый ремень — это ремень генератора. Фирма непонятна, но размер есть 12,5 на 1035. То есть метр и 35, 1 метр, да, и 35 миллиметров получается. Это ремень генератора. Фирмы нет, но они снимают сразу же. Я видел, как на складе они сняли просто. На ремне вентилятора есть фирма, это OptiBelt. Я думаю, что, предполагаю, вернее, что предыдущий ремень тоже OptiBelt. Super Xe Power Pro MS. Это, я так понимаю, это модель ремня XPZ 1112. Также есть еще какое-то название и аббревиатура. Вот, соответственно, это ремень вентилятора идет. Значит, ремень гидронасоса также непонятно какой фирмы, пихнули просто так. Но зато есть, я думаю, что можно по артиклу найти 3R 3VX 580. Это ремень, который находится в левой части на гидронасос. Также вот так вот выглядит прокладочка. Я так понимаю, это тоже не оригинал, потому что она также была без упаковки. Это на впускной коллектор. Также идет сама прокладка новая. Прокладка ГБЦ. Она вот так вот выглядит. Но что по ней сказать, я не знаю. И при установке не забывайте, что там есть масляный канал один, и обязательно нужно не забывать про колечко. То есть на станции, где я покупал все, они мне колечко не дали, я его выключил. У них они мне подобрали, потому что старое кольцо как бы было, ну, нужно было уже менять. То есть обязательно обращайте внимание, когда ставите, не забудьте про это колечко. Также я сделаю видео по установке, потому что есть там небольшие нюансы, как правильно установить прокладку ГБЦ. И продолжим. Дальше у нас идет прокладка клапанной крышки, вообще без какой-либо аббревиатуры, без названия, без маркировки, то есть просто кусок резинки. Я, наверное, его потом замерю, но я не знаю, как такую найти. Ну и далее уже пошли, конечно, ориги. Это прокладки выпускного коллектора с маркировочкой, с кошечкой. Здесь все понятно. Так, это у нас... Что это у нас? Это у нас... Я не помню, что это у нас. Надо сейчас посмотреть. Нет, это вот, походу, прокладки. Она... Походу, одна орига, вторая не орига. Нет, хотя тоже Bobcat написано.
Я думаю, что это... Да. Тут две ориги. Это две прокладки выпускного коллектора. Далее фильтры. Фильтр. Фильтр. Так, сейчас. Фильтр. Это, по-моему... Да. Это фильтр гидравлический. Оригинальный. Бобкэтовский. Номер. Здесь вопросов вообще никаких нет. Фильтр. Дальше уже идет фильтр масляный. Это Дональдсон. Это не оригинал, видно. Сейчас найдем маркировочку. Ее не совсем видно. P550-318. Еще раз говорю, я это все брал у дилера. Они все коробочки все убирают и отдают все без коробочек. Это топливный фильтр, также фирмы Дональдсон, номер P551-1039. Фильтр тоже как фильтр. Далее масло гидравлическое. Я использую аденол. HLP46. Хорошее очень масло. Всем советую. Масло двигателя. Я вот менял двигатель до пробоя прокладки, поэтому вот у меня осталось 20-литровая канистра, как раз на 2 раза хватит. Значит, масло Vitalitech 1030 HD, синтетическое масло, 20 литров. На обратной стороне марка Wolf. Далее антифриз. Ну, антифриз я взял обычный антифриз. Я думаю, что ничего страшного не будет. Если вы считаете, что будет, то напишите, потому что я не в курсе. Также в резервуар там, где цепи идут, это находится под кабиной. У меня там сейчас эмульсия. Я взял самое дешевое трансмиссионное масло, там пофигу какое, там две звездочки с цепями, как бы, и подшипники должны просто в масле быть. Поэтому берете самое дешевое масло, там порядка 8 литров, я взял 10 на всякий случай. Это, напомню, получается кабина, и внизу получается вот этот резервуар. Тоже немаловажно. Сливной пробки там нет, приходится пользоваться шприцом. Я взял специальный шприц, купил для откачки масла. Буду выкачивать. Также купил аккумулятор на 100 ампер. Получается у него плюс вдали справа, минус справа. Ну и также голову я отсниму отдельно, когда распакую. Что касается ремонта... еще я забыл кое-что сказать. Промывающую жидкость я взял для промывания радиатора. Вот отдельно с инструкцией идет, хорошая, которую можно мешать там с чем хочешь. Хочешь с антифризом, хочешь с водой. Потому что не все жидкости можно такого рода мешать с водой или с антифризом. Также купил новый генератор. Ну, если делать трактор, то делать уже полностью все. Не стал ремонтировать старый генератор. Он что-то там подглючивал, то выдавал зарядку, то не выдавал, там с ума сходил. Поэтому купил генератор, копию оригинального. Но, естественно, это не оригинальный. Он мне обошелся в 12 800 рублей. Но, во всяком случае, новый лучше, чем ремонтированный старый, я считаю. Вот, так что приступим сейчас к работе. Я покажу, с чего начинаю, чем продолжаю. Все нюансы расскажу по ремонту, в частности,
установки головы с прокладкой, соответственно, клапанные крышки и регулировки клапанов. Ждите ролик. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь.